Фарух Булсара родился 5 сентября 1946 года в городе Занзибаре на острове Унгуджа на востоке Африки. Его отец Боми Булсара был счетоводом при Верховном суде Англии и Уэльса, и так как семья была достаточно обеспечена, его мать Джар Булсара имела возможность полностью посвящать свое время семье и домашнему хозяйству. Семья принадлежала по национальности к парсам, народу, исповедующему зороастризм, религию, основой которой является идея о едином Боге и нравственное самосовершенствование человека. Когда Фаруху было 6 лет, семья переехала в индийский город Бомбей, поскольку там проживала самая крупная община парсов, а через 2 года мальчика отдали учиться в школу-интернат имени Святого Петра в городе Панчгани, находящемся в 250 километрах от Бомбея. Это была лучшая частная школа-интернат для мальчиков, где учились дети из обеспеченных семей. Большинство его одноклассников были детьми англичан, проживавших в Индии по долгу службы. И им было сложно запомнить и произносить столь экзотичное имя Фарух, поэтому по созвучию они начали называть его Фредди. Так, уже в школе будущий музыкант получил имя для своего псевдонима. Фредди был разносторонним ребенком. Он увлекался хоккеем, теннисом, боксом, музыкой и живописью. Но больше всего мальчику нравилось пение. Занятиям в школьном хоре он посвящал очень много времени, и на отменный вокал ученика обратил внимание школьный директор. Он написал письмо родителям мальчика, в котором предложил организовать для Фредди курсы игры на фортепиано за небольшую плату. Курсы быстро дали положительный результат, и уже в 12 лет Фредди вместе с друзьями организовал свою первую рок-группу, дав ей забавное название The Hectics, что переводится как «чехоточные». Ребята играли в основном рок-н-ролл, выступая на школьных вечерах, танцах и разных праздниках. В 1962 году, провалив выпускной экзамен, 16-летний Фредди вернулся вместе с семьей в Занзибар, но через 2 года власть на острове поменялась. Занзибар провозгласил свою независимость от Англии, и спустя несколько месяцев началась революция. Спасаясь от беспорядков, семья Булсара была вынуждена уехать в Лондон. Там Фредди поступил в политехническую школу Айлсфорд, где занимался преимущественно живописью, желая впоследствии поступить в художественный колледж. Так как поначалу семья испытывала некоторые проблемы с деньгами, во время каникул Фредди приходилось подрабатывать. Вначале он был упаковщиком в отделе снабжения аэропорта Хитроу в Лондоне, затем грузчиком на торговом складе. В мае 1966 года, окончив Айлсворт с высоким баллом по живописи, Булсара прошел собеседование в художественный колледж Илинг в Лондоне, где уже осенью начал учиться на кафедре графического иллюстрирования. Фредди много рисовал, и особое место в его рисунках занимал его кумир, гитарист Джимми Хендрикс, на концерты которого он однажды сходил целых 9 вечеров подряд. В это же время Фредди познакомился с вокалистом и лидером местной рок-группы под названием Smile Тимом Стаффелом, который учился с ним в одном колледже. Тим пригласил Фредди на репетиции коллектива, где познакомил его с остальными участниками группы, гитаристом Брайаном Мэем и барабанщиком Роджером Тейлором. В 1969 году, написав диссертацию, целиком базирующуюся на творчестве Джимми Хендрикса, 23-летний Фредди окончил колледж, получив диплом дизайнера графики. В этом же году он познакомился с музыкантами ливерпульской рок-группы Ibex, и уже через 10 дней после первой встречи он знал весь репертуар группы и даже добавил несколько своих песен. Вскоре Булсара отправился на их первый совместный концерт. Но несмотря на успешное выступление и последующие концерты, группа быстро распалась, так как их гитарист покинул коллектив, сделав выбор в пользу учебы. Фредди не представлял дальнейшей жизни без музыки. Он продолжал поддерживать связь со Smile, но в коллективе для него места пока не было. Среди объявлений в одном из музыкальных журналов он нашел вакансию вокалиста в группе «Кисломолочное море». Новичка приняли сразу, когда увидели и услышали, на что он способен. Булсара прекрасно двигался и обладал подтянутой фигурой, а его голос в 4 октавы никого не мог оставить равнодушным. Однако группа просуществовала недолго и очень быстро распалась. И, к счастью Фредди, как раз в это время вокалист группы Smile Тим Стаффел покинул коллектив. Фредди сразу же занял его место. Музыкант предложил провести ребрендинг группы и переименовать ее в Queen. Фредди нарисовал герб коллектива с буквой Q в центре и зодиакальными знаками участников коллектива вокруг. В 1972 году, когда коллектив записывал дебютный альбом, Фредди решил сменить фамилию Булсара, взяв себе творческий псевдоним Меркури, в честь Меркурия, планеты-покровительницы знака зодиака Девы, под которым он был рожден. Так и появилось имя Фредди Меркури. В
В 1974 году появился их первый хит, композиция «Killer Queen» – «Убийственная королева», на создание которой музыканта, вероятно, вдохновил образ Кристин Киллер, в прошлом британской модели и девушки по вызову, которая была главным действующим лицом политического и шпионского скандала в 1963 году. Годом позже вышла композиция «Богемная рапсодия», названная впоследствии многими авторитетными музыкальными критиками лучшей песней тысячелетия. Осенью 1977 года группа выпустила альбом под названием News of the World. Знаменит он стал в первую очередь двумя композициями «We Will Rock You» и «We Are the Champions». Последняя со временем стала спортивным гимном, а «We Will Rock You» же, благодаря простой, но очень эффектной перкуссии и запоминающемуся припеву, перепевалась и переделывалась бесчисленное множество раз, став чем-то вроде торговой марки, а также стала использоваться спортивными болельщиками в качестве так называемой кричалки. Правда, в большинстве случаев от всего текста остается лишь один припев, но песня легко угадывается даже без слов. В 1980 году Меркьюри решил кардинально сменить имидж. Он сделал короткую стрижку и отрастил усы. В новом образе лидер группы порадовал поклонников песней «Under Pressure», которую исполнил вместе с Дэвидом Боуи, а позднее новым хитом «Radio Gaga». Кстати, американская певица Леди Гага взяла такой псевдоним именно в честь этой песни. Во внешности Меркьюри, по его мнению, было идеально все, за исключением одного недостатка. Он имел необычную патологию прикуса – полиодонтию, которая характеризуется присутствием в челюсти большего числа зубов, чем обычно. У взрослого человека нормой считается иметь 32 зуба, тогда как у Фредди их было целых 36. Из-за этого врожденного недостатка его верхние передние зубы сильно выпирали вперед, и певец смущался во время общения с прессой, часто улыбаясь только губами, стараясь сделать зубы незаметными. Однако он так и не решился исправить этот изъян, так как боялся, что хирургическое вмешательство негативно повлияет на его вокальные данные. 13 июля 1985 года можно считать пиком музыкальной карьеры как Меркьюри, так и группы Queen. Они приняли участие в международном благотворительном музыкальном фестивале Live Aid, состоявшемся с целью сбора средств для помощи пострадавшим от случившегося страшного голода в Эфиопии. На стадионе Уэмбли кроме них также выступали Элтон Джон, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Стинг и другие звезды. Но выступление Меркьюри единогласно было признано главным гвоздем программы. И именно после этого концерта Фредди стали называть легендой рока. Друзья, напишите в комментариях, в каком возрасте вы познакомились с творчеством Фредди Меркьюри и группы Queen, и какие их песни нравятся вам больше всего. А может, с музыкой этой группы связана какая-то интересная история из вашей жизни? Нам было бы очень интересно, если бы вы поделились ей в комментариях. В 1986 году в прессу просочилась информация о том, что Фредди сдал тест на ВИЧ и получил положительный результат. Сам певец отрицал эти слухи, но его изменившийся внешний вид нельзя было скрыть, и многие уже подозревали, что Меркьюри действительно болен. В этом же году коллектив совершил тур под названием Magic Tour, в рамках которого состоялись последние концерты Queen совместно с Фредди Меркьюри. На этот раз их концерт на стадионе Уэмбли собрал более 120 тысяч фанатов. Весной 1987 года Фредди и оперная певица Монсеррат Кабалье начали работу над совместным альбомом «Барселона», который вышел в октябре 1988-го. Тогда же в Барселоне состоялся совместный концерт певца и оперной дивы. И, к сожалению, это было последнее выступление Фредди на сцене. Меркьюри, зная, что времени ему осталось мало, старался работать над материалом как можно больше. За последние годы жизни музыканту удалось записать песни к еще 3 альбомам группы. При его жизни было выпущено 2 альбома: The Miracle, который вышел в 1989 году, и Innuendo, вышедший в 1991 и подаривший миру хит The Show Must Go On, попавший впоследствии в список 100 лучших песен 20-го столетия. Также к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К последнему прижизненному альбому клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуалировать внешнее состояние вокалиста. 23 ноября 1991 года Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией. Учитывая слухи, ходившие в прессе последние 2 недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. И я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью. На следующий день, 24 ноября 1991 года, Фредди Меркьюри не стало. Ему было всего 45 лет.
Официальной причиной смерти была названа бронхиальная пневмония. На похоронах присутствовали только родные и близкие друзья. Родственники настояли, чтобы церемонию провели в соответствии с верованиями зороастризма, за исключением кремации тела, которая по обычаям не приветствуется. Гроб с телом Фредди накрыли белым шелком, сверху положили красную розу и перенесли в часовню, где священники парсы читали заупокойные молитвы. Долгое время место захоронения Фредди по его собственному желанию держалось в секрете. Однако в 2013 году на кладбище Кенсал-Грин на западе Лондона поклонниками была обнаружена мемориальная табличка, которая гласила «Светлая память Фарруху Булсари. Всегда рядом с тобой, с любовью». В 1995 году оставшиеся члены группы Queen смогли выпустить последний альбом с участием Фредди, использовав записи его голоса. Он назывался «Made in Heaven», «Сделано на небесах», и стал самым популярным и коммерчески успешным студийным альбомом из всех когда-либо выпускаемых группой. Из всех песен этого альбома особенно выделяется композиция «Mother Love». По воспоминаниям композитора песни Брайана Мэя, Фредди сказал ему: напиши мне что угодно, я знаю, что мне недолго осталось, пиши мне слова, пиши мне музыку, я все спою, а потом делайте, что хотите, главное закончите». После этого Мэй стал писать в черновике первые строки. Фредди не мог долго стоять и передвигался с помощью трости. Каждое движение причиняло певцу боль, и потому он мог находиться в студии не более 2 часов в день. Фредди был уже при смерти, но все равно приходил в студию записать песню, зная, что она будет готова посмертно. Как только Мэй писал строчку, Меркури садился за микрофон и пел. Когда музыканты добрались до последнего куплета, Меркури сказал: «Я больше не могу. Мне надо пойти отдохнуть, потом я вернусь, и мы закончим». Однако Фредди так и не вернулся. Тогда группа работала с Меркури в студии в последний раз. Последний куплет песни допел сам Брайан Мэй. Песня «Mother Love» стала последней в жизни записью вокала легендарного певца. Фредди Меркури был и до сих пор остается самым ярким рок-исполнителем всех времен и народов. Его легендарные хиты и эксцентричная манера исполнения известны даже людям, далеким от музыки. На сцене он представал харизматичным и экстравагантным артистом, а в реальной жизни оставался застенчивым парнем, избегающим общения с репортерами. Меркури прожил короткую, но яркую жизнь. В памяти друзей и поклонников он навсегда остался неукротимым, истовым и блистательным. А благодаря хитам, которые вошли в золотую коллекцию рока, легендарный фронтмен рок-группы Queen навсегда останется кумиром миллионов. По сей день вокруг личности Фредди Меркури ходят слухи и домыслы. О нем снимают документальные и художественные фильмы, его песни используются на сцене и в кино, играются на радио, а видеоклипы насчитывают сотни миллионов просмотров в интернете. На его песнях вырастают новое поколение, и кажется, что ничего не изменится еще много-много лет. Ведь шоу должно продолжаться. Это была история Фредди Меркури.